Приветствую вас, дорогие зрители! По малочисленным просьбам малочисленной, но верной аудитории, маленько подумав, я запилил небольшой выпуск об очередном миниатюрном наборе на тему игровых консолей. Тем, кто не видел условно первую часть, советую ознакомиться с ней в ролике о Sega Mini. Примерно с 25 минуты там пойдет речь о сеговских гасипонах. А под наш микроскоп сегодня попадет набор под названием Super Famicom из серии Nintendo History Collection. Выпущен он для автоматов с гасипонами фирмой Takara Tomy Arts. Набор включает в себя 5 позиций. Все приехало ко мне опять же в пакетиках для экономии места, но изначально содержимое размещается дополнительно в пластиковых сферах, наподобие этой. К каждому набору прилагается мини-инструкция. У всех 5 комплектов она одинакова. Из полезного в ней можно найти только краткое описание того, что включает в себя каждый из 5 наборов, и схемы подключения между собой различных дополнительных аксессуаров. Рассмотрим классическую Super Famicom, она же Super Nintendo. Здесь, как и у набора с сегами, в комплекте есть геймпады 2, картриджи 2, блок питания с плоской вилкой для сетей 110 вольт. Это же муляжи. Но сделано все настолько круто, что на том же блоке питания все эти параметры нанесены. Правда, без лупы прочесть их нереально. В одном из картриджей я распознал игру Super Mario World, а вот иероглифы и картинка на втором, признаюсь, мне ничего не сказали. Наверное, что-то известное в Японии. А вот эта черная пластмасска, что лежала между картриджами, имитировала собой часть провода для соединения выхода мульти-аут на SNES с вашим телевизором. Но поскольку автор всего видео лишен суперспособности левши по подковыванию блох, да и вообще не слишком ловок, то в попытках показать вам картриджи этот предмет был эпически пролюблен, о чем я даже не сразу догадался. Пришлось для досъемок использовать такую же вещь из другого набора, благо там много дублирующих компонентов. В итоге таким макаром подключаем этот кусок кабеля к разъему мультиаут. Ну я правда очень старался сделать это одним изящным движением. А в крайний разъем втыкаем блок питания. Оставшийся разъем – это антенный выход, но поскольку мы типа подключены через мультиаут, то он нам не нужен. Ну и конечно, при извлечении картриджа шторка слота не захотела возвращаться на место. Я что-то там говорил про блоху? Так вот, боюсь, с моим скиллом ловкости я не то что подковать, попасть по ней при желании не смогу. Поэтому пришлось позвать на помощь супергероя, человека-женщину, и проблема со шторкой была решена. Еще 2 набора по сути своей идентичны, различаются они только комплектными картриджами. Сами приставки, геймпады, часть кабеля и блок питания совершенно одинаковы. Таким вот образом, второй и третий вариант нашей Super Famicom комплектуются адаптерами Super Game Boy. Первая версия этого адаптера продавалась на всех основных рынках. Он позволял запускать игры от карманной консоли Game Boy и Game Boy Color на Super Nintendo. В нашем случае в адаптер вставлена игра Super Mario Land. И да, для тех, кто любит зрить на мои страдания, вот вам еще немного созерцательного видео. Ну да, картридж тупо не лез в слот. То ли я рукожоп, то ли производитель что-то не допилили, я так и не определил. Супергерой Человек-женщина спасал в этот момент мир где-то на другом конце квартиры, и призвать мне ее не удалось. Второй адаптер носит имя Super Game Boy 2, и продавался он только на территории Японии.
Кроме стильного полупрозрачного корпуса, суперигровой Парень 2 имеет улучшенные функции по воспроизведению геймбоевских игр. Старый адаптер, к примеру, проигрывал игры на 2,4% быстрее, чем оригинальный геймбой. А также на правой грани мы видим разъем для возможности подключения режима на 2 игроков. Второй адаптер снабжен игрой Donkey Kong. И еще он без проблем залез в приставку. Четвертый Гасипон уже идет без самой приставки, а только лишь с функциональным расширением под названием Satellaview. Satellaview является ничем иным, как модемом для Super Famicom. Это чудо техники позволяло осуществлять удаленный доступ посредством спутникового вещания к серверам компании SatGiga и была доступна только в пределах Японии. Satellaview имел функции, сравнительно схожие с сервисом Sega Channel в Северной Америке. Его наиболее заметной особенностью была возможность загружать игры, новостные журналы и статьи с серверов SatGiga. Наш набор включает в себя сам Satellaview, Super Famicom устанавливается на него непосредственно сверху, а также картридж BSX, который служил интерфейсным картриджем Satellaview и был всегда по умолчанию в комплекте. Игровые аспекты BSX спорны, и он функционирует скорее как интерфейс для Satellaview, чем как игра сама по себе. После того, как игроки выберут пол и имя для своего аватара, они могут исследовать небольшой город, состоящий из разных локаций. В нескольких из этих локаций игроку предоставляется возможность загрузки игровых данных, игр или журналов с тематическими статьями. Если пользователь решит загрузить такие данные, Satellaview сохранит их в 8-меговый memory pack, вставленном в верхний слот BSX. Я по незнанию сначала подумал, что в BSX сверху вставляется тоже картридж наподобие геймбоевского, но сувательно-пихательный метод показал, что это не так. Третий компонент набора – это Satellaview AV-селектор, который позволяет подключить между собой непосредственно ваше геймерское оборудование, телевизор и спутниковый ресивер. К нему же подключается отдельный мощный адаптер питания, который запитывает одновременно Satellaview и Super Famicom. Само распределение электропитания происходит за счет Г-образного коннектора. Как все это правильно подключить, нарисовано в нашей инструкции. Я для пущей уверенности еще при сборке сверялся с мануалом к настоящей системе. И реально все так и работает, как на этом микромуляже. И, наконец, финальный Гасипон содержит знаменитую световую пушку Super Scope и чуть менее знаменитую нинтендовскую мышь с ковриком. К Super Scope прилагается также приемник, который по задумке располагается на телевизоре с электролучевой трубкой. А само оружие состоит из 3 запчастей, и если 2 половинки ствола соединяются очень просто, присобачивание визора доставило мне несколько минут незабываемых ощущений.
К этому же комплекту прилагается две игры – Mario Paint для мыши и Super Scope 6 для, собственно, Super Scope. А вот так нинтендовские гасипоны выглядят вместе с сеговскими. Прямо как во время классического противостояния. На этом мой обзор подходит к концу. Меня по-прежнему зовут Cyberlinks, а вы находитесь на канале про хобби, где вы можете видеть обзоры на всякую, совершенно бесполезную в хозяйстве, но очень милую для сердца многих людей дичь. Оставайтесь с нами. До встречи.